Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайк поставьте, не стесняйтесь. Тема сегодняшнего расклада. От кого вам держаться подальше? Сделаю вашу сигнификацию сразу. Если резонирует, вы себя узнаете, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Офигеть, какие карты. Ну что, девчонки, сейчас все, что вышло, все то и будем читать. А карты очень интересные. Первая карта оборотень, вторая дьявол, да? И что, как хочешь, так это и читай. Да. Так, начинаем. Первая оборотень. Угу. Бедный мужчина, как всегда. Если мужчины смотрят там какие-то, да, иногда смотрят мужчины, да, они какие-то замечательные. Так вот, опять скажут, да ё-моё, у них во всем мужчины виноваты, хотела по-другому сказать. Так, дьявол. Ой, так мне хочется быть вашим адвокатом, да, и как в фильме «Бриллиантовая рука», что там кричали, не виноватая я, он сам пришел. Вот тут что-то такое, девочки, ладно. Карта оборотень. Не специально спросила, это вы у меня такой оборотень. На вас вышел карта подарочек такой, знаете, когда... Сейчас я вот расскажу. В общем, подарочек. А на второго человека, ну, на других людей, которые в отношении вас-то как-то себя ведут, проявляется как-то жадность. О чем это? И тут дальше уточнила по дьяволу тоже сочетание, знаете, такое своеобразное. Карта всадник и скорее всего на вас нет дьявол. В общем, сейчас, девочки, на вас по дьяволу змея. Тут такое сочетание, микс, ну не знаю, может будете меня чем-то бросать, в общем, вкусным чем-то бросайте, этими какими-то помидорами гнилыми не надо. Так, смотрите, почему-то мне показывают карта оборотень, карта дьявол. Как будто бы вот в вашей жизни, может быть, был какой-то такой период или стечение обстоятельств, назовем это так, да, где вы могли быть по дьяволу, это скорее всего, раз тут еще и всадник, и душевные муки, какая-то история с мужчиной, где, мягко говоря, вы друг друга недопоняли, по крайней мере, в его глазах вы женщина, которая, может, манипулировала, может быть, ему кажется, по дьяволу роковая какая-то красотка, которая постаралась, ему вполне возможно, тому человеку может казаться, что тавтология, ну, вот так вот звучит, вы пытались казаться тем, кем на самом деле не является, или той, да, кем не являетесь. Внешне может быть привлекательно, тут карта подарочек такой, внешне как будто транслировали себя одной, а потом тут вот этого подарочка такой злобный клоун выскакивает. Я не говорю, что вы в роли этого злобного клоуна, но как будто бы, знаете, вот точно, что мягко стелит, жестко спать, да. Почему-то какой-то мужчина, с которым у вас, вполне возможно, по дьяволу, были созависимые отношения или отношения, в которых и страсти тут кипели, и зависимости, и, может быть, претензии друг к другу, и желание друг друга проучить, наказать. Тут и любовь, и боль, и все, что хочешь тут могло быть. Это такой микс. Так вот, почему-то мне показано вот такие какой-то накал страстей, и тут мужчина вас недопонял. При этом у него ощущение, что вы могли или хотели его использовать в собственных целях. Что вы опять-таки, повторюсь еще, может режет ухо, но не совсем та, за кого вы изначально себя типа выдавали. Ну, что-то тут такое. При этом страсть к вам была 100%, при этом
вы такая девушка, которая... Знаете, тут еще какой подтекст. Может, он вас мог видеть женщиной, которая, знаете, эксплуатирует свою какую-то привлекательность, женственность, сексуальность. Или попыталась, по крайней мере, это все сделать. Вот почему-то ему так кажется. Тут может быть и ревность девочки. Вполне возможно, мужчина, знаете, типа увлекся, не буду говорить подвлюбился, увлекся вами. Вы на него произвели впечатление огромное. А потом тут сочетание такого, будто бы он начал вас подозревать чуть ли не во всех каких-то там грехах. При этом на мужчину карта жадности идет. Вот. Вполне возможно, и мужчина тоже, знаете. И вы на него так смотрите, как вот тут оборотень. Вы тоже можете про него думать. Да вот что же не такой, мягко говоря. Но я не думаю, что вы про себя так думаете. Мужчина тоже мог казаться одним, а по факту, да, там могли выплыть разные подводные камни, мягко говоря. Тут какие-то у кого-то тут вот как-то, может быть, у мужчины, ну как это правильно сказать, да, герой-любовник, да, по нижним чакрам, как будто бы могло быть история, кто-то недоразведен, кто-то в принципе мог себя так нести, позиционировать, я там такой красавчик, я тебе подарю небо в алмазах, да, в чем-то бриллиантах. Тут карта, кстати, жадность тут проигрывается, я не знаю, кто-то мог оказаться вот каким-то, не хочу все опускать до вот этого материального, да, что он тут скупердяй какой-то там, и вообще там ни подарочка, ни цветочка, да, в лучшем случае на клумбе ромашку сорвал, и то вряд ли. Ну, тут вот, как, может быть, эмоциональная жадность. Может, мужчина, вы надеялись, да, что, или он тебя так позиционировал, что он будет вам какой-то, не знаю, оказывать внимание, поддержку, заботу, может быть, даже чему-то, может быть, вы на это надеялись, а по факту, да, комбинация с 3 пальцев, нифига. Как-то тут какая-то такая история мутная. Я не знаю почему. Ты расклад такой вот, от кого вам держаться подальше. И мне сразу показывают какую-то историю. Как будто бы даже этот человек, вот, скорее всего, это мужчина, он к вам имеет какие-то претензии, он вас обвиняет. Он вас тут чуть ли не говорит о том, что это вы как-то какая-то такая не белая, не пушистая. Это вы прикидываетесь кем-то или прикидывались. Ну, в любом случае, от этого всего, ну, по змее. Тут дьявол, змея. Опять-таки почему-то такое сочетание, знаете. Ну, это искушение, это страсть, это там правда от вас, может, шарики за ролики у человека зашли, и он как бы невменяемый, повернутый был какой-то, как, может быть, в том плане, что состояние каком-то неадекватном был. Он не мог, может быть, нормально, как-то рационально мыслить и адекватно оценивать ваши поступки. Тут могла быть ревность, ярость, тут нежелание вас делить с кем-то. Такое могло быть у человека. Так, опять-таки змея. Ну, тут как будто правда он может, если вы там, допустим, не свободны, да, мог тоже подумать о том, что вы тут какая-то интригантка, сплели какие-то там свои, знаете, сети для того, чтобы от него какой-то ресурс взять. Но вообще показано, что какие-то вот душевные муки, печаль, тревоги, как будто бы надежды были на одно, а получили обои, разочарования получили. Вот какие-то иллюзии. На вас вышли карта иллюзий, как будто бы все рассыпалось, как то ли какой-то, знаете, карточный домик, то ли в принципе как будто не судьба, то ли, может быть, это страсть накрыла, то ли было элементарное желание произвести на какого-то партнера впечатление, да, и потом увлеклись, и, может быть, отчасти, ну, я же не хочу все на мужчину спихивать, да, что это он негодяй. Ну, как бы, так не бывает, обычно обои виноваты, ну, в разной степени, понятно. Но тут как будто бы какая-то история такая странная. Где планировалось все классно, клево, а куда пришло, туда пришло. Вот почему-то мне вот эта история о том, что вот карта беременности, это как будто бы все происходило и могло это к чему-то хорошему привести. Ну,
Вот почему-то мне так идет, что это как будто было уже, это прошло уже. Может, после этого остался такой осадочек, да, послевкусие после этого всего. Куда оно пришло, непонятно. Наверное, может быть, у кого-то отношения поставлены на паузу, у кого-то вообще как, да, такое ощущение, а что дальше, и что это все, и на этом все закончено. Неужели такая страсть, а для чего надо была дана, для чего эти вообще была встреча дана? На вас смотрим дальше, да, как будто бы женщина для себя тут прям как делает выбор в сторону эволюции, улучшения тут кого-то, в принципе, уровня жизни, как будто бы вы хотите, может быть, это все забыть, как страшный сон, а кто-то, в принципе, говорит, ну, сколько можно в этом подвисать, зависать, сколько это можно мусолить, обсуждать. Я хочу расти, развиваться, тут эволюция в этом плане, может быть, какие-то там повышение, сами себе планочку ставите повыше, да, там разного рода, там обучайтесь чему-то, стремитесь к чему-то, может быть, новые какие-то горизонты раздвигаете себе. У кого-то это внешне, вы сейчас говорите, хватит, я хочу заняться собой, уделять себе внимание, косметология, у кого-то там, не знаю, процедуры какие-то, в принципе, как будто такой подход. Так интересно, тут опять-таки, не знаю, так, презент это о чем? Вообще мне это как-то выходит на женщину, которая на самом деле все мы достойны самого лучшего, да, все мы богини, ну, как-то вот, может быть, вы говорите, хватит мне находиться в каком-то состоянии таком, где как в лабиринте блуждаешь, как ежик в тумане, ни входа, ни выхода, не понимаешь, в чем ты виноват. Может, в чем-то и виноват, но надоело в этом всем уже разбираться, кто прав, кто виноват. Хочу жить нормальной, наполненной, счастливой жизнью. Хочу вот по карте, вот тут почему-то мне вот так вот хотелось бы даже каким-то радоваться мелочам. Может быть, заново учитесь радоваться жизни, заново учитесь где-то принимать то, что есть, и в этом кайф какой-то ловить. Может быть, кто-то, ну, не буду говорить, что там ждет подарков от Вселенной. Может быть, сами говорите, пока я особо я не вижу, там все на меня падает все, или как это льется, как из рога изобилия, да, вот, может, я сама себе какие-то подарки буду дарить, маленькие подарочки, устраивать себе какие-то вот, ну, радость какую-то, не знаю, девочки, как-то мне так это идет, но почему-то показано, что вот это такое состояние ваше, оно, это все классно, и молодцы, и умнички, но в общем состояние пока неустойчивое какое-то, вот вы сидите как на этой жердочке, и с этими птичками, да, вот тут девушка сидит на этой жердочке, птицы в любой момент спорхнут и улетят, а девушка может это шандарахнуться кувырком вниз. Почему-то неустойчивое положение. Это может быть эмоциональное, может быть материально, может, в общем, как состояние такое, да, что вот тут я хочу, я выбрала себе, вот я мотивирована на лучшее, на то, чтобы вот цвести, процветать, эволюция, подарки, радоваться тому, что есть. Но это как-то так, оно вот как будто бы вот в моменте, а по идее нужно, чтобы это было стабильно. Вот почему-то говорят, что все правильно, да, но как-то неустойчиво все. Может быть, не имеет под собой как бы какой-то основы. То ли материальной, то ли вот как эмоциональные качели. Тут вот да так, а через 5 минут может накрыть, там не приведи Господи. Так, эмоции какие-то в прошлое возвращают вас. Так, давайте посмотрим, почему неустойчивое это положение показывает какой-то ваш. Ой. Ну, наверное, тут у всех по-разному, но тут показано, потому что на самом деле то, что я говорила, лабиринт, как ежик в тумане, где-то блуждаете, где-то еще какие-то ответы на вопросы не получены, те, которые мучают. Единственное, что понимаете, что вы должны свои рамки, границы защищать, не давать себя в обиду. С этим мечом наперевес и воительница, это тут, в принципе, женщина, которая с интеллектом все в порядке, которая где-то разложила все по полочкам. Почему неустойчивое положение? Отчасти касается карта Земля, стабильности, материальной стабильности, ну, во всех смыслах. Вот я лишний раз подчеркиваю, вот эта карта тут. Но не думаю, что у вас в прямом смысле тут безденежье, но у кого-то могут быть проблемы.
Так, справедливость. Почему? Так, сейчас узнаем. И тут карта трио, наличие третьего фактора. Может быть, влияние третьих лиц на вашу жизнь. Может быть, ну, слишком, может быть, вы зависите где-то. Вы хотели бы быть там, понятно, независимой, уверенной, но слишком много в вашей жизни зависит от третьих лиц, от каких-то лиц, которые, ну, огромное влияние имеют, ну, на вашу жизнь, на повседневную вашу жизнь. У кого-то справедливость, у кого-то вот сочетание вот этих карт говорит о том, что опять-таки, если вы замужем, часто справедливость это ложится на карту, когда вы не свободны. Да, если вы там замужем и рядышком какой-то человек, который, ну, скорее всего, может вас не то, что там подавлять, или, ну, вы как минимум прислушиваетесь, присматриваетесь к его настроению, его влияние на вас огромным является. Это классно, что вы себе там придумали, и придерживаетесь этого, что все в моей жизни очень многое зависит от меня. И как вот самое главное, да, вот это выражение мне нравится, не так важно, что с тобой произошло, гораздо важнее, что ты сделал с этим потом, в будущем, что ты делаешь с этим, как ты на это реагируешь, на эту ситуацию, в которую ты попал. Вот тут вы умнички, вы все правильно делаете, кто-то увлекается психологией, кто-то старается посмотреть как-то философски на то, что в прошлом было, вообще на вашу жизнь, на какие-то, вот я уже не знаю, путь, который вы там выбираете. Вот, просто тут же показано, что рядом с вами есть еще люди, которые там, эти третьи лица. Допустим, если не свободный этот муж, мужчина, какой-то ваш, не знаю, как это правильно сказать, спутник жизни, да, который, показано, имеет огромное влияние на вас. В любой момент вот это неустойчивое, в любой момент это влияние, оно может оказаться, не то, что там губительным, но таким, знаете, из-за него вы можете вот как с этой жердочки слететь. И вот эта ваша уверенность в завтрашнем дне, даже не то, что уверенность, а желание смотреть как-то классно, может быть, видеть хорошее, только как будто вы можете пострадать. Просто так хотелось бы, чтобы вы были более уверены в себе. Не знаю, девочки, это карту я спросила, мне так ответили. Спокойствия вам бы больше, да, вот какой-то гармонии психологической, вот не знаю, как это сказать. Так, от кого вам держаться подальше? Как будто бы к вашему вот этому настрою, к вашему такому подходу, вы где-то картинка, как этот Мюнхгаузен, который себя за косичку из болота вытаскивает. И вы тут такие, вы умнички, вы молодцы, правильно. Если не вы, то кто? Ну да, каждый должен заниматься своим состоянием физическим, психоэмоциональным. Вы молодцы, все вы правильно делаете. Тут как будто бы чуть-чуть больше вам опоры, в том числе как материальной, вот какой-то такой стабильности. Вот подумайте. Все правильно делаете. Может быть, просто даже, знаете, какой-то материальной независимости, да, потому что иногда все так здорово и классно мы придумаем, и в этом мы живем, а потом в один момент как будто бы вот как это лодка разбилась о быт, да, но тут как будто бы ваши эти убеждения могут в один момент разбиться, если вы там материально зависимы от кого-то. Этот человек знает об этом, манипулирует, может самоутверждаться. Тоже подумайте над этим аспектом. Так, ладно, не хочу умничать. Не хочу. Вам лучше знать. Так, от кого вам держаться подальше? Ой, что-то я переворачиваю. Что это я? От кого вам держаться подальше? Да. И почему? Давайте посмотрим, и почему. От кого вам держаться подальше и почему? Ай-яй-яй, у меня летят карты. Так, ай-яй-яй. Так, от кого вам держаться подальше и почему? От кого вам держаться подальше? И почему вам от этого человека нужно держаться подальше? Может, от группы лиц? От кого вам держаться подальше?
почему вам от этих людей, от этого человека нужно держаться подальше? Давайте. От кого вам держаться подальше? Оху, интересно. Сочетание ангел и ведьма. Да, без бутылки корвалола тут не обойдешься. Вообще, что это такое? Так, кого вам держаться подальше? Ну, давайте, наверное, сейчас я прям в ступор впала. Так, мои хорошие, давайте это для начала разберем, это мужчина или женщина. Хотя очень похоже на женщин. На группу лиц женского пола. Так, это мужчина или женщина? Мужчина, кому держится подальше? Ох. Вот девочки, они что-то такое мне показывают. Вообще, как будто бы держаться подальше от людей, которые себя транслируют. Ну, ангелы, да. А с любовью как будто к вам. На самом деле по дьяволу там такие, знаете, как будто бы за спиной не то, что держат кинжалы, а за спиной что-то как будто манипулируют, в свою какую-то выгоду стремятся урвать. И тут карта своеобразная, да, четверка кубков, это же вроде как такая карта, да. Смотрите, как будто бы кто-то в тени тут находится, тут скрывается, протягивает вам это такое яблочко, а яблочко-то отравленное, а тут сидит девушка, эльф, и сидит и не берет, это как будто бы не берет это яблоко, то есть шансы эти какие-то, она не берет сознательно, вот вам как будто бы, тут мне такое идет, даже не показывают, то ли это мужчина, то ли это женщина, но от кого вам держаться подальше, от людей, которые транслируют прям тут ангелы, тут любовь, двойка кубков. Как будто бы... Давайте дальше смотреть. Это могут быть вообще люди к вам очень приближенные. Но почему-то говорят, что вот не бери ты это яблоко. Не надо тебе оно, потому что тут дьявол за этим стоит. То есть это ни к чему хорошему не приведет. Но такое ощущение, как будто бы вы сами это знаете. Вы не берете эти шансы, не пытаетесь воспользоваться ими. Так, от кого вам держаться подальше? Это мужчина или женщина? Но это женщина больше. Да ё-моё. Мужчина. Хотя я была уверена, что тут женщина. А нет, это мужчина. Ну, что показывают, то о том и пою. Почему-то мне вот тут показывают, говорят, вот мужчины какого-то держаться подальше. Вот тут у меня идет такой, может быть, любвеобильный, коммуникабельный, легко находит общий язык, может при желании серенады спеть, там уж не знаю, станцевать вам, продекламировать, уже не знаю, четверостишее какое-то. Почему-то у кого-то это могут быть в принципе как рабочие отношения, отношения на работе, ну такое, не факт. Почему-то мне говорят, как-то так странно вот за этого человека, мужчину, как будто бы опять-таки вы можете польститься на какую-то оболочку этого человека. Тут вот человек, который, может, и правда там работает с утра до вечера, да, как-то у него налажена эта работа, внешне может транслировать себя по девятке, по девятке кубков, знаете, как будто бы радуется жизни, наслаждается, как будто бы и вам, может быть, знаете, как в перспективе, не то, что там, ну, как между строк, как будто бы вот вы на него смотрите, он с вами общается, этот человек, мужчина, и вы думаете, вот он умеет там и отдохнуть, и как-то так он умеет
ну, периоды эти вот, когда он работает, а потом они сменяются периодами, где он отдыхает, где он общается. Как будто бы вы понимаете, что рядом с ним вам может быть очень комфортно. Но на самом деле показано, что вы можете слишком долго этого ждать почему-то и не получить желаемого. Как будто бы вам кажется, что вы можете как-то в его жизнь войти, занять какое-то место достойное в его жизни. А показано тут повешенный. Нет, не судьба. И более того, по пятерке кубков, как будто бы ваши ожидания могут быть, мягко говоря, ну, не то, что там опрокинуты ваши ожидания, но тут как будто бы не дождетесь. Почему-то как будто бы не сможет то ли вам человек этого дать, вот того, чего вы хотите. Тут опять-таки как будто бы долго можете ждать желаемого. Опять человек, кстати, может быть жадный. Кстати, тоже по этой карте мне так идет, как будто бы работает, то он работает и зарабатывает. У кого-то может быть такой аспект, знаете, человек транслирует себя, я там хорошо работаю, я хорошо зарабатываю, я могу там тратить какую-то одну сумму денег, там время провожу, там, уже не знаю, отдых в каком-то 5-звездочном отеле, там еще что-нибудь, какой-то высокий какой-то уровень жизни показывает. А на самом деле, девочки, не факт, что этот человек готов тратить на вас, на избранницу какую-то. Вообще не факт. Тоже тут помарочка такая, пометочка. Как-то так. Какая-то ситуация такая странная. Как будто бы, может, это внешне он таким кажется, он подает надежды большие. По факту тут такие карты не очень как бы значительные, но вы на это можете повестись. Извините, некрасиво скажу, да? Как пыль в глаза где-то пускается, создает какую-то картинку. А на самом деле старший аркан повешенный. На самом деле, знаете, мужчина может привлечь вас к себе, где-то подсадить на свою энергетику, привязать, а по факту потом отношения вот как в воздухе повиснут и ни туда, ни сюда. Вы можете почувствовать себя жертвой каких-то обстоятельств непонятных. Эти обстоятельства будут добавляться и добавляться, как заложницей какой-то ситуации. Ну, как минимум я бы присмотрелась. Вот если сейчас вам какой-то мужчина встретится, от кого вам держаться подальше, от какого-то мужчину, который может, ну, не буду прям на него наговаривать, что мягко стелит, жестко спать, но тут карта двойка кубков, все-таки как будто бы он себя как позиционирует, мужчина, который может дать наслаждение, внимание, заботу, эту любовь какую-то. Ну, тут у него дьявол, и вам говорят, не бери ты это отравленное яблочко. Нет, не создавай себе проблем на пятую точку и не только, да, как будто бы. Угу. Как искушение какое-то, в которое вам не нужно идти. Вот не знаю, девочки, хотела вам сказать, что у вас сейчас тут принц, королевич какой-то, и оно того стоит. Ну, похоже, что оно не особо этого стоит. Так, от кого держаться подальше? Опять-таки какие-то карты, вот если прям вот мы узнали, что это мужчина, то тут может быть опять-таки девочки, тоже странно, как будто мужчина себя одним транслирует, по факту совсем другой, иной. Сейчас спрошу, при чем тут ведьма? Вот если дальше, вот тут мне хоть понятно, как будто бы вы можете с этим мужчиной, даже в голове у себя вот так, вы какую-то картинку его увидите, он создает какой-то образ, такой, не знаю. И это, тут как будто бы вы сразу можете запланировать, что-то тут в голове у вас сложится картинка, что с ним можно там построить, он будущее, не будущее, как минимум у кого-то рабочие отношения, это может к чему-то привести, он такой, с ним реально можно что-то планировать. Тут где-то как какой-то идет, тут идол карта, да, идеализация этого мужчины, наделяет его какими-то качествами, которыми он нифига он не обладает. Почему я это говорю? Потому что вы сами себя можете, вот карта шторм, в эмоциональные качели эти вот как определить, вы можете поддаться этому искушению. Это иллюзии, говорят, это иллюзии, никакой он не идеальный, никакой он не идол. Вплоть до того, что тут потом может быть такая ситуация, в один момент сложится, вы услышите, узнаете, карта метла, сплетни о нем какие-то, карта свечи, тут как будто бы потом еще долго и нудно будете не то что от этого отмываться, а просто стараться, знаете, ну, нивелировать это вот ваше
впечатление о нем, стараться смыть с себя вот это вот, допустим, вы там что-то уже напридумывали, там, влюбились, подвлюбились, да, а вот эти какие-то сплетни о нем, сообщения о нем, может быть, настолько для вас болезненны, что тут прям вплоть до того, что свечи тоже можно так прочитать, что потом как от этой влюбленности долго не сможете выздороветь. Так, спасатель, взлет. Сейчас спрошу, о чем это. Причем тут ведьма? Не могу понять. Ух, дьявол. Девочки, ну не знаю, мне почему-то вот как это на вас, ведьма, ведающая, тайными знаниями обладающая. Вплоть до того, что какая-то история вам идет по карте дьявола, и кара, трудности и хитрости какие. Это как, знаете, какое-то вам, ну, не хочу я этих испытаний вам, ну, не хочу я вам никаких проблем на пятую точку. Но тут как будто бы, правда, вам какого-то мужчину могут показать, приблизить к вам, или уж не знаю, как-то так. И опять-таки, это все отчасти для того, чтобы где-то вы, может быть, для себя разобрались, осознали, именно с этим мужчиной вам по пути. Именно от этого мужчины у вас может быть как минимум головная боль. Как минимум не принимайте желаемое за действительное. Как-то так. Может быть, даже вот эти расклады какие-то вы смотрите, и вам как подсказочки, что учись различать. Тут дьявол, трудности и хитрая лиса. Ну, тут это, что вам как провокация какая-то идет. Я даже не знаю, от кого она идет. Ну вот мне дьявол вышел. Потому что тут какие-то ваши планы, мечты, как будто бы не стоит делать ставку на каких-то мужчин. Пока, может быть, да, вот конкретно на вот этого какого-то. Может быть, стоит ставку делать исключительно на себя, на свои какие-то там, уж не знаю, таланты, способности, трудолюбие, еще что-нибудь. Свои возможности не упускать, но вне связки с этим мужчиной. Какие-то планы строить на, ну, тем более стабильность какую-то свою там планировать, жизнь какую-то там продумывать, вот как у вас будет дальше, как будто бы на себя опираясь, а не на там связь с этим мужчиной. Как-то так, девочки. Потому что тут у меня такое ощущение, как будто бы мужчина может давать вам вот по этой карте шторм, давать какие-то, я же говорю, как какие-то то ли двойственные сигналы, то ли вот эти иллюзии погружать вас. Может быть, у вас какой-то вот, если у кого-то есть этот комплекс спасателя, да, у меня он в свое время был, надеюсь, я, конечно, надеюсь, что я от него избавилась. Но такое, девочки, вот тут тоже складывается такое впечатление, вас может как раскачивать этот человек на то, чтобы вы где-то, когда ему удобно, вы проявлялись каким-то таким образом, как ему удобно. Вплоть до того, чтобы вы больше энергии вкладывали, заботы, больше проявлялись, интересовались им. Вот реально тут может быть как-то вот человек заинтересован в том, чтобы давать вам какую-то надежду, надежду на то, что вот у вас что-то может сложиться. Вот эти карты мне об этом говорят. Вот как будто бы вот этим фонарем вот в тумане как вот размахивать, да, вот и вы на свет этого фонаря, как это, загипнотизированная, можете сами идти, сами что-то тут стараться для него, вкладываться в него, как минимум время, энергию свою тратить. Молодость, хотела сказать, красоту. А по факту вы можете получить большой пшик, да, какой-то пузырь такой, ну, этот, как это называется, мыльный пузырь, вот так, как-то так. Какими-то вас надеждами могут кормить, завтраками. Как-то тут опять-таки вот эта тут карта идол, идеализация. Не стоит, как это правильно говорить, не стоит обольщаться, не стоит кого-то боготворить для того, чтобы потом не было мучительно больно в разочаровании, да. Может быть, даже часть вот эта карта ведьма, ведающая, вам тоже какая-то подсказка. Может быть, где-то опять-таки какие-то, смотрите, может быть, подсказочки вам будут сейчас. Обращайте внимание на какие-то нюансы, на какие-то мелочи. Вообще, девочки, правда, вот выражение это замечательно.
Не нужно мужчину, нужно мужчину ценить и отслеживать его поступки, да, мужские поступки. То, что он делает для вас, а не то, что он там обещает или рассказывает, или вы смотрите там, как он проявляет себя. Понятно, что нужно наблюдать, но вы смотрите, как он где-то себя в обществе ведет, там как-то себя проявляет в отношении кого-то. Желательно, чтобы посмотреть, как именно в отношении вас он себя ведет. Как-то так. И что конкретно он делает для вас и для ваших отношений. Так, почему вам нужно держаться от него подальше? Ой, боже моя зайка. Ой, тут несколько раз уже вот этот расклад, тут карта жадности. Почему-то оно мне так вот между строк. Ой, а тут у человека, смотрите, при том, что по карте принц, это опять-таки, это он себя так транслирует. Лакомый кусочек для очень многих. Для женщин. Может быть, кстати, не свободен тоже сюда. Но тут больше ощущение того, что я могу больше, чем другие, чем иные. Тут статус какой-то, даже положение в обществе. Может, материально он показывает какие-то, уже не знаю, элементы роскоши. Я могу себе позволить как-то так вот. Да, не знаю. Элементы какой-то там этой жизни, не знаю, тут не обязательно богемной, но как-то так он может себя показывать, что я могу себе позволить больше, чем другие, чем иные. Приходится сказать: детка, смотри на меня. И таких деток, красоток может быть несколько, как минимум. При этом дальше идет карта жадины, скупердяй. На самом деле внешние атрибуты этой роскошной жизни могут присутствовать, но может в повседневной жизни тут такой жлобяра быть. Это также как касается, девочки, не только финансовой части, это касается эмоционально. Может, человек привык больше брать, потреблять, больше привык, чтобы в него вкладывались, чтобы вокруг него хороводы ходили, в глазки заглядывали, прислушивались к его мнению, под него подстраивались. Да не он будет подстраиваться, когда у него там в работе будут какие-то, не знаю, что там, перерывы, или он будет переносить там какие-то свидания. Тут скорее нет, скорее он будет такой человек, как давлеть и давить на других, чтобы под него подстраивались. Почему-то тут мне не очень нравится, мой хороший. Почему нужно держаться от него подальше, от этого человека? Почему? Почему? Потому что вот эта карта, она часто проигрывается как повешенный. Человек своим каким-то поведением, где-то желанием, ну тут жмотяр какой-то, ладно, не обижайтесь, но так не идет. Как будто бы, может, недостаточно вам будет уделять времени, внимания, временной ресурс, да, вот как вы надеетесь на одно, а тут кажется, боже мой, да он вообще ни хрена не готов не делать для сближения, не вкладываться в отношения, не простраивать их. Как будто бы вот вы можете в ожидании вот этой гармонии, которую вы себе придумали, или вы сами по себе вот такая вот, тут как птица, где-то вольная птица, где-то женщина, которая научилась радоваться тому, что имеет, вот как будто бы это очень важно на самом деле. А вы такая. Так вот, в ожидании вот этой вашей песни лебединой, как будто бы, а тут карта письма. И вы ждете, а когда же оно? И тут повешенный, как похоже, как зависать. И тут ничего не дает, и тут какие-то завтраками кормит. Как будто в такое состояние можете попасть. Капец. Потом сядете и подумайте, да мне одной было в 100 раз круче, я могла радоваться, я могла даже позволять себе какие-то вещи, тут поведение какое-то, захотела там свободная птица, захотела полетела там к подруге, прогулялась, захотела там в парке, захотела какую-то поездку организовала себе. Ну, как будто бы, а тут вот этого, что тут может быть даже какой-то контроль, навязывание своих каких-то, ну, не то, что тут, как игра своя какая-то, вот по моим правилам будем. При этом человек не готов особо вам что-то давать. Как будто бы, может, плавно, прям вспомнила эта история клиентки одной моей, которая работала, тяжело работала, и там отказывала себе во многом. При этом был гостевой брак, ну, можно сказать, да, отношения с мужчиной. Мужчина материально был обеспечен, и все, но он как-то там жадничал, и там он как-то так хитрил, юрил.
Ну, эта женщина, она была в него влюблена. На самом деле она работала, работала, потом она отложила деньги, заработала себе на квартиру. Вот потом от него она фактически ничего не просила. Потом в один момент ей захотелось там как-то гардероб обновить, и она купила себе там роскошное манто, да, такое. Она такая счастливая была. И мы все ей там тоже, она приходила, показывала красивая, довольная, счастливая. А этот мужчина ее встретил, ей правда было очень красиво. Он говорит: а ты зачем эти деньги потратила? Ты что, это так дорого? Я уж не знаю, вы понимаете, свои деньги она потратила, а он еще ее как осуждает, он ей претензии предъявляет. Ну и дальше там еще было, назовем это прикольно, хотя это не прикольно совсем. Это просто насколько бывает абсурдно, когда женщина не видит, когда ее используют. Ну, все мы такие умные задним числом, да. Так вот, вот тут такая-то ситуация, девочки, аккуратнее. Ну и опять-таки, почему вам держаться от него подальше? Потому что, мои хорошие, у кого-то он может быть не свободен, карта аисты, тут что-то такое. Карта крысы, это за спиной, тут сплетни карта. То есть у вас вы можете себе навлечь какую-то прям гору не очень хороших эмоций, потому что за спиной у вас будут сплетни какие-то по поводу него, по поводу его, да разведен, не разведен, его взаимоотношения с другими там женщинами, еще с чем-то связано в плане, может быть, там, детки. Опять-таки за спиной он может что-то творить, он может что-то тут такое повод давать для этих сплетен, как будто бы оно вам надо, ну, как-то так. Вообще вам какой-то совет для того, чтобы вот этого всего избежать. Тут карта, говорят, акцент сделайте в своей жизни на творчество, примите где-то себя, где-то направляйте эту энергию вот именно вот в творчество, не знаю, чего это касается, для того, чтобы вот этот эмоциональный фон, он был у вас стабильный, и там у нас же в сигнификации тоже выходила ваша какая-то неустойчивость, то есть влияние третьих лиц на вас огромное. Вот эти люди как-то могут там какие-то гадости сказать, и у вас уже ухудшается это настроение. Вы близко принимаете к сердцу, хотя стараетесь держаться. Ну, умнички я там говорила. А тут почему-то говорит: вот прими какую-то часть себя, вот, допустим, у вас там заложено, не знаю, какие-то у вас таланты. Да элементарно даже девочки, у меня знакомая ходит, ей нравится петь, и она как-то пела, потом нашла единомышленников, хор ходит, и они куда-то там выезжают, постоянно у них какая-то там, хотела сказать, тусовка, у них движуха. Кстати, ее мужья, у нее третий брак, сейчас счастливый брак, а первые двое были категорически против, потому что там у нее своя жизнь была, ну там с девчонками, хор какой-то у них там, они что-то такое там организовывают, как-то еще какие-то, ну небольшие они там, у них концерты, но есть какие-то, они вот этим живут, они кайфуют, хотя можно так со стороны подумать, да что там поет, ну такое, да, ну к чему оно. Вот я просто по поводу этого, может кто-то хорошо рисует, и желание всю жизнь было, ну, где-то себя там реализовать. Опять-таки, девочки, ищите единомышленников, как-то вот идите в это, потому что на самом деле вот эта яркая жизнь, никто за вас ее не сделает вам яркой, только вы. А тут как-то вот прими вот это вот, то, что ты где-то в себя не вкладываешь, где-то ты, может, ждешь, что кто-то придет и улучшит твою жизнь, как минимум, я же говорю, наполнит ее этими яркими красками. А тут говорят, тут очень много в твоей жизни от этого зависит. Если ты поработаешь над этим, то эмоции у тебя будут совершенно другие, и спокойнее будешь себя чувствовать. Может быть, не будете поддаваться даже на провокации, на появление вот таких типа идеальных, типа людей, от которых вы, ну, может, подсознательно вы ждете тоже от этого мужчины. Вот он такой классный, рядом с ним моя жизнь там изменится в лучшую сторону. У вас должна быть своя жизнь, без него классная изначально, да. Это выражение Мэрилин Монро, дословно не помню, но мужчина должен, для чего он должен быть в жизни женщины, чтобы с ним жизнь была лучше, счастливее, да. Несчастно я и так могу быть без мужчины. Ну, а тут перефразируем, вы должны стать этой счастливой женщиной. Вы должны посмотреть, вот в чем вы кайфуете, что вас интересует, что вас цепляет, где вы недореализованы. Сейчас я выговорю умные слова. В общем, тут принятие идет себя, девочки. Принятие себя.
Все, кому было интересно, полезно, спасибо огромное за то, что вы были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, до новых встреч.